Привет, YouTube, это Ларин Против. Сегодня в нашем проекте будет Андрей Мартыненко, видеоблогер украинский. Я считаю, что мы зря обходим этот пласт деятелей стороной, потому как один Паша Бумчик чего стоит. И следует признать, что Бумчик был единственным у нас в Ларин Против под нашим ножом. Несмотря на то, что есть еще Шапик, есть какой-то безумный Кирюша, есть еще какие-то женщины, все в одной шайке-лейке, которая называется Vlogger Stars. Есть крупные проекты, которые уже показали себя, которые мы обозревали, кстати, это «Беременна в 16», «Хата на Тата», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», да их огромное множество. Мне иногда кажется, что украинское телевидение, оно и живет вот за счет трэша и блогеров. То есть все блогеры из этой компании, все украинские блогеры побывали на телевидении. Это очень странно, учитывая, что у нас, ну, их просто по пальцам одной руки пересчитать, кто где был. Вот, и Мартыненко, чем он отличается от того же, например, Бумчика? Он не позиционирует себя как экстремал, он позиционирует себя просто как чувак, который, ну, творит какой-то трэш. Ну вот, например, гомункула выращивает, или жрет из помойки, или, ну не знаю, показывает, как его женщина выдирает из носа волосы и все такое. Ну давайте ближе к делу, пройдемся сразу по популярным, самые популярные ролики. Но сперва досмотрим вот этот фрагмент шоу «Снежана, мы убиваем детей», чтобы понять хотя бы примерно, кто это и что это. Давайте, давайте, все пенсионерки там сидите, Андрей, давайте. Подождите, начинайте наркоман там и алкаш. Что твои психоэмоциональные фекалии, которые ты расплескиваешь, в принципе, это тоже ненормально. Спасибо, я дождался. Больше, чем фриков, я не люблю подобных психологов, которые только лингвистическими такими конструкциями оперируют. Психоэмоциональные фекалии, сразу же проявляет негатив и предвзятое отношение к чуваку. Да, возможно, он псих, но давайте типа оценивать-то вменяемо, а не гнать на него. Ты расплескиваешь. В принципе, это тоже ненормально. Спасибо, я дождался. Моей пены? Да. На. Это психолог, абсолютно невменяемая женщина. Когда впервые это оторвал голову котенку? Что? Вот это вопрос из серии. Я не знаю, такое ощущение, что я сейчас делаю снова Ларин Против психологи. Знаете, задают вопрос ментам. Скажите, а вы в КПЗ уже перестали людей бить ногами? То есть ты, если скажешь да, то ты подразумевается, что их бил. Если скажешь нет, значит ты их бьешь. То есть это логические ошибки, логические путаницы. И вот такие недопсихологи используют эти приемы для унижения людей в телевизоре. Как ты видишь свою жизнь там через 3, через 5 лет? Ну, вижу себя, может, более серьезным. Ну, мне кажется, наоборот. То есть количество подписчиков растет, а за 3 года любой контент, ну, даже такой, он наскучивает. И тебе приходится делать все более и более безумные ролики. То есть, скорее всего, Андрей Мартыненко будет не более серьезным, а более диким и более криповые поступки будет совершать. Возможно, он умрет однажды, но так как он не экстремал, скорее всего, он просто опустится, ну, до уровня бомжей он уже опускался, когда ел еду из мусорных баков и спал с бездомным. Но, как бы, пропасть морального падения, она бездонна практически, туда можно вечно падать. Я понимаю, почему вы нервничаете, потому что вы не можете сделать гомункула. Это можно осуждать, можно это не Я ж осуждать. поддерживаю палачей всегда. Тем более их скоро будет гораздо Хорошо, больше. Снежан, да, мы знаем. Это ты мне сейчас говоришь? Мы очень... Да, это я сейчас говорю тебе и всем остальным. Спасибо. И убери, пожалуйста, свою агрессию. Прочитай, пожалуйста, мою книгу для начала, а потом мы Обязательно будем я говорить. прочитаю. Очень классный прием, возьму на вооружение. Короче, пишешь книгу, любую, там, беллетристику, набор заметок, там, статей старых, издаешь ее, и потом все, можешь хейтить людей, оскорблять, хамить. И когда тебе делают замечание, такой, прочти сперва мою книгу, мразь. Там столько гуманизма, мать его. Просто пойдем по популярным. Первый, самый популярный ролик, 4 миллиона просмотров. Как я вырастил гомункула. То есть, понятно, что тренд старый, 2 месяца назад, но, по-моему, это один из самых популярных роликов. То есть, я думаю, что посмотреть его есть смысл. Да, моветон, но мало ли что-то интересное мы подхватим о личности Андрея. Да, мы это знаем уже. Это такой небольшой эмбрион, который зарождается в яйце с помощью мужского семени. Нет, в яйце с помощью мужского семени мог, Андрей, зародиться только ты. Гомункул, да, в понимании вот того, что ты будешь делать с яйцом, это всего лишь неразвившийся цыпленок, то есть который был оплодотворен, но который недовыношен. Будет там твоя сперма, не будет там твоей спермы, будет там алоэ или будет там шафран, гомункул все равно появится. Ну, то, что ты называешь гомункулом. Ну ладно, процесс технологический все мы знаем, все как бы из нас подписчики МДК, МДМ и мудаков, то есть поэтому сразу переходим к реакции. Сука!
в общем-то, понятно, да, как говорится, любая неизвестная технология кажется чудом, ровно так же, как и незнание основ биологии и, не знаю, анатомии животных кажется, видимо, Андрею Мартыненко тоже каким-то чудом, ну, скорее всего, даже не чудом, а в этом случае исчадием ада, которое способно пробраться через желток, белок, его сперму, кожуру и напасть на него, высосав все соки. Ну, по-другому никак объяснить животный страх и ужас в глазах Мартыненко просто невозможно. С гомункулами все. С обоими. Едем дальше. Второй популярности ролик, 2,7 миллиона просмотров. Как я жру с мусорки. Я вот сам не жрал никогда и думаю, что мне следует узнать, потому что, ну мало ли, сейчас лето, просмотры падают. Можно я возле вас сяду? С какой радостью? Делка, можно к вам принять? Делка, вот. Попался какой-то мусор, но рядом кафешка, и мы подумали, что там может быть еда. Орешков? Мажорные орешки. Ладно, давай. Ради таких орешек я бы в помойку залез. Тут базара нет вообще. А вот это охуеть. Почти Не, ну целый. от этого я бы отказался, я мясо не ем, а так бы с радостью тоже. Как бы вот посмотрите, это же просто ну аппетитно. Наконец-то я покакаю. Я уже 3 дня живу в Киеве и ни разу не какал. У всех, в общем-то, свои цели и амбиции. Кто-то приезжает в Киев, чтобы там насладиться архитектурой и культурой, кто-то, чтобы покакать. Это действительно большая трагедия для Андрея, что он не испражнился в столице. Ужасно. За этот поступок я уважаю Андрея, потому что он отбирает пищу у популяции голубей. Таким образом, рост ее будет сокращаться, и их будет меньше. Голуби разносят заразу, знаете, вообще крысы крылатые, ненавижу их. Это мышка, а это наш... Как вы думаете, что? Нет, это не квас, нет, это не чай, и это не Моршинска. Это биотуалет! Ну, вот в этом тоже ничего зашкварного нет. Я, например, когда был в стендап-туре, в гримерках запирали, и вот, чтобы добраться до уборной, надо было пробраться через толпу людей, и это очень сложно, поэтому приходилось испражняться, писать, вернее, в бутылку, уж простите, такова жизнь. У многих я исполнителей видел рэп-культуры, тоже в блогах такие фрагменты, когда они писают в бутылочку, поэтому здесь ничего нету, они же артисты, ребята. Талантливый. Третий по популярности ролик — это снова про гомункула, смотреть не будем. Я думаю, там ничего нового. Я думаю, они не обменялись рукопожатиями и не наладили контакт. Просто такой же эксперимент. Холл секс-игрушки тоже как-то пошленько, но спекулировать на сексуальных всяких этих дилдах. Понятно, что всем нравятся сексуальные дилды и женская одежда эротичная, да? Поэтому пропустим. Да вот «Бухаю с бомжами» — это серьезный поступок, серьезный видеоблог, наравне, наверное, с поеданием еды из помойки. Поэтому давайте включим. Никто не хочет со мной гулять. Вышел просто на... быдло сзади он ходит. Последнее, чего я ожидал, так это слово «быдло» от человека, который ест из помойки, ведет себя как свинья и изъясняется односложно. Не с кем просто погулять. Я решил просто выйти на улицу. Возможно, просто сейчас пойду напьюсь. Куплю водки, будем пить. Не надо, Почему? я не пью. Просто выпьем водки, мне просто скучно одному. Я ищу, кто бы со мной выпил, потому что друзья не отзываются. Где ты взяла Кого? мою фотографию? А, так это я сейчас снимаю. Вот здесь вот камера, вот. Нет, всем понятно, что старики — это не круто, старость вообще отстой, но издеваться над ними при жизни — это как-то, ну, знаете, тяжеловато в том плане, что старик даже не одупляет, что его снимает. Он не знает, что в телефоне есть такая функция. Он думает, что ты пришел к нему с каким-то экранчиком и показывает его в разговоре с тобой, ну, получается, из прошлого. То есть он может сейчас очень серьезно когнитивный диссонанс словить от того, что потерял память в очередной раз, склероз. Парнишка уже подходил к нему, боже. Морозится. Не могу найти друзей себе. Ну вот это я говорю, это объясняет то, что человек решил сделать себе гомункула, чтобы хоть кто-то поддерживал его интересы и начинания. Ты без правил. Так, какие бои, говорю, выпьем давай. Есть водка. Таких людей, как ты, это не мог поверить, что будут встретить в этой жизни, блядь. Что, просто подойдут выпить? Да. Ну, дай. Если хотите самоутвердиться, идите с водкой к бомжам. Вообще, для них это будет просто чудо. То есть здесь пример, как у человека разлагается личность, то есть такие ценности. Наверняка этот чувак, когда был молод, у него были другие интересы. Я вот про этого бомжа пропитого мастера боев без правил. А сейчас же доза дешевого наркотика, и все, ты для него бог. Белый, блядь, завоеватель, покоритель. К нам сейчас присоединится леди по имени Натали. Тоже с нами выпьет. Она сказала, что я себя плохо веду, типа некрасивая. Как у вас вообще дела? Сегодня плохо, а завтра будет лучше. Так вот сейчас будет лучше.
Рассказать на камеру, как у меня дела? Скажу честно, я определяюсь в своей жизни. Завтра у меня будет лучше. Ну вот, Я правильно. поеду домой, я увижу своих детей, обниму их. Не, беру свои слова назад, это очень серьезный проект. Ну вот, вы видели «Бойца без правил», да, который спился. Это практически отсылка к Даррену Аронофски фильму «Рестлер», в котором Микки Рурк играл. А вот эта женщина, это, ну, тут прямая калька с пьесы Горького «На дне». Там тоже была женщина, у которой все плохо, и вот, ну, то есть, проститутка. Я хочу, чтобы просто это моя мама увидела. Хотела тебя спросить маленькую вещь. Ну, У меня есть идея. какая? Слушай, мальчик, Да. можно тебе трах? Трахнуть меня? Да. Такая... Зачем? Ну и так надо. Надо меня трахнуть? Ого, я не знаю даже. Да, думаю, Серега будет против. Серега только за? Да. Угу. Просто я, знаешь, сколько лет уже не трахалась. А вот я хочу С кем? с тобой Что со мной? трахнуться. На самом деле я делаю все это из зависти. Я абсолютно завидую Андрею Мартыненко, потому что, ну, посмотрите, какие прекрасные женщины просто прямым текстом говорят: давай сделаем это. Давай сделаем это, мальчик. То есть я бы от таких слов, ну, не знаю, я бы многое отдал. Все, вот все, что у меня есть, та же вот гитару, да, все абсолютно отдал бы ради таких слов. Никто никогда мне не говорил ничего подобного. Пиздец. Хотя, возможно, я действительно не там искал. Наверное, следует по садикам побольше пошариться этим летом. Еще не поздно, у меня еще есть шанс. Всё. Следующий ролик. Блять. Я думал, ко мне в дом кто-то вломился опять. Это очень... К такому звуку не привыкнешь. Вот он мастер полифонировать своим голосом. Талантливо. Ну и открытием для меня явилось то, что, оказывается, Андрей Мартыненко участвовал в шоу «Половинки». Половинки-то у нас тоже на канале были. Талантливое шоу. Если кто хочет, может поискать, посмотреть. Конечно, знал, что будет впереди. Пойдет вот тот самый момент, там, где мы с Машей купаемся. И просто не знал, куда себя деть. А что плакать? По-моему, прикольно, женщину раздеваешь. Не хотелось это все останавливать. Хотелось просто продолжать. Чувства, эмоции. У меня складывается впечатление, что все украинские шоу, каналы и украинские видеоблогеры живут исключительно эмоциями. Это как если бы видеоблогинг проектировал Николай Соболев. Но я искренне надеюсь, что Андрей Мартыненко мне хотя бы не кинет вызов на Версус, как сделал Коля Соболев, возомнив себя крутым хип-хапером и крутым антагонистом. Просто после поступки Коленьки мне на почту очень много, ну, всяких деклассифицированных свиней, необразованных, начал писать, типа, давай Версус со мной, и со мной теперь давай, типа, зассал, ничтожество, зассал, я так и знал, ты хуйло. Короче, вот так вот. Еще одного я просто не выдержу. Вот такой вот Андрей Мартыненко, вот такой вот блогинг, абсолютно бездарный, ничем не примечательный, основанный на эмоциях и трэше. Хороший коктейль, который позволил ему нарастить 100-тысячные аудитории, миллионные просмотры, вирусные ролики. Наверное, рецепт неплохой, но как-то уж совсем тошно смотреть. Всем пока.